Привет, друзья! Меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре акустическая гитара от компании Baton Rouge, модель X85S OM COB. Начнем по традиции с материалов корпуса, потому что здесь, в общем-то, есть что обсудить. Верхняя дека — это массив ели, нижняя дека, обечайка, внимание, массив красного дерева, гриф тоже красное дерево, ну а накладка и подставка — это лавр. Кроме того, гитарка выглядит очень красивенько. Во-первых, трехцветный Sunburst добавляет и винтажности, и, в принципе, выглядит очень солидно. Видите, по краю черный, по центру чуть-чуть такой коричневатый, в центре тонированный желтый. Это все добавок к этому тоненький перламутр, который очень красиво читается на фоне всего этого санберстового чуда. Гитара выглядит, прям скажем, дорого, а в комбинации вместе с корпусом из массива я бы сказал, что стоит она при этом, в принципе, очень разумно. И я был приятно удивлен, потому что я сначала подумал, что это не массивная гитара, потому что в последнее время я привык, что за такие деньги еще и с классной внешностью гитара обычно по материалам простенькая, но не тут-то было, здесь все по-честному. Про гриф, про удобство игры. У гитары довольно широкий гриф 46 мм, что по сравнению со стандартными, более стандартными 44 мм, это немножко широковато. Однако это такое, моя придирка, кому-то плюс, кому-то минус. Лично для меня, мне кажется, что здесь стоит такой бланковый стандартный порожек на 44 мм. Поэтому расстояние между струнами довольно узкое, а вот с краю, сверху и снизу есть лишние по миллиметру, а то и по полтора, которые на самом деле можно вполне себе скомпенсировать, поставив порожек с другим межструнным расстоянием. Тогда и расстояние между струнками будет побольше. И кроме того, будет удобнее играть большим пальцем. Но опять же, это, мне кажется, какие-то мои такие придирки. Я играл на гитарах, на которых именно так все стоит. Мне слегка неудобно, опять же, потому что много играю большим пальцем сверху. Для кого-то, наоборот, это будет, наверное, плюсом. Однако межструнное расстояние при этом маленькое, а гриф сам широкий. Окей, это решение производителя. Надо попробовать. Я предлагаю вам прийти в магазин попробовать, и вы сами решите, удобно для вас это или нет. Ну, а по всему остальному, кроме странного межструнного расстояния, мне кажется, что гитара супер отличная. Гриф достаточно тоненький и при этом матовый, в отличие, да, видно, вся гитара глянцевая, гриф матовый, то есть удобно катается рука, прям очень приятно. По профилю гриф где-то между C и V, есть какой-то намек на легкую треугольность у этого грифа, что лично мне очень нравится, наоборот, это прям, скажем, моя любимая форма грифа, и в целом ощущения сзади от профиля очень-очень приятные. Ну и вообще, когда гитара такая красивая, играть на ней хочется, несмотря ни на какие неудобства.
Вы, наверное, заметили, что мы ничего не говорим про электронику. Это потому, что на этой гитаре электроники нет. И я, например, большой поклонник такого решения, потому что, когда вы покупаете акустическую гитару уже более-менее такого хорошего, уверенного уровня, есть большой шанс, что встроенная электроника, на которой, например, могли сэкономить, вам не подойдет. Или у вас какое-нибудь желание поставить, не знаю, магнитный датчик или систему K&K, которая там пассивная и не требует никаких распилов. При покупке гитары без подключения у вас появляется выбор из огромного количества преампов, которые вы можете сюда поставить сами на свой выбор, на свой вкус. И это, мне кажется, классно и плюс, потому что не надо ничего переплачивать. Купили сразу то, что вам понадобится, поставили, порадовались, и гитара изначально оставилась без всяких там ненужных пропилов в деке сверху, что классно. Друзья, как вам понравилась гитара? Мне кажется, звучит классно и уверенно. Напишите нам в комментариях внизу, что вы думаете по поводу этой гитарки Baton Rouge. Может, вам бы хотелось такую послушать, например, в форме корпуса Dreadnought и сравнить их. Ну и, конечно же, подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, поставьте лайк. Нам это нравится. Ну, вы и сами все знаете. До новых встреч! Что происходит? Заново, давайте сейчас чуть тише сделаем.